Как выбирать при этом питание? Ему тоже соответствуют определенные цвета. Сейчас об этом будем говорить. Итак, плохо и категорически нельзя кушать определенные продукты питания при определенных заболеваниях. Так считается, что в случае, если есть мозговая недостаточность, человек забывает все, у него мышцы плохо работают, у него это считается все проблема системы мозга и почек. Таким образом, считается в тибетской медицине, что именно белки создают переизбыток кислот, и такое заболевание лечат ощелачиванием. Что это такое, дальше буду говорить. Также убирают белки абсолютно, то есть человек, который болеет мозгом, то есть человек, у которого есть проблемы мозга, в виде, допустим, заболевания Альцгеймера, Паркинсона. Также есть заболевания почек, есть заболевания артрит, подагрический артрит, есть заболевание общая усталость, человек теряет память, у него постоянно болят суставы, теряются силы, он не может поднимать ноги, ему категорически необходимо убрать из рациона питания по возможности любую белковую пищу. Второе. Сердце и печень – это заболевания, которые тоже объединены, и считается, что человек, у которого есть проблемы сердца и печени, должен максимально устранять употребление углеводов, доводя их до минимума, потому что углеводы, по мнению тибетской медицины, создают переизбыток горячей энергии в митохондриях, накапливают жир, и лечить необходимо человека холодной и очень горькой пищей. Сейчас к этому придем. Также необходимо устранять употребление углеводов максимально. Далее, селезенка и легкие. Считается, что если человек болеет заболеванием селезенки и легких, человеку максимально нужно убирать или устранять жиры, потому что считается, что жиры, употребляемые, создают переизбыток холодной слизи, затрудняют движение токов, лечат это горячей, острыми специями, горячей пищей. Пища, которая может помочь человеку выздороветь, если ее есть, определяется по цвету или цвету плодов. Таким образом, говорят, что в случае, если у человека есть заболевания позвоночника, мозга, глаз, щитовидной, позвоночника, сейчас я буду говорить, позвоночника, глаз, нервной системы, переизбытка нервов, в случае, если человек страдает при этом потерей памяти, у него теряется зрение, то этому человеку необходимо как можно больше принимать плодов, у которых есть цвет зеленый. Это киви, это может быть зеленый виноград, это может быть, что там у нас зеленое есть, это могут быть капуста, это может быть огурцы. Таким образом, полечить позвоночник, мозг, глаза, гипофиз, нервную систему человеку можно, в случае, если он будет принимать крыжовник, киви, зеленую капусту, огурцы. Вот такие плоды смогут помочь человеку избавиться от заболевания. Каким образом это принимается? То есть человек на протяжении дня старается как можно больше употреблять продуктов зеленого цвета, при этом старается не уменьшить количество употребляемых белков, при этом старается максимально ввести в рацион питания именно вот такие продукты питания. Перейдем к сердцу, крови поджелудочной, к сердцу, крови, щитовидной железе и сосудам, которые находятся в нашем теле. Считается, что продукты питания белого цвета могут помочь человеку избавиться от заболеваний этих органов. Продуктами белого цвета является рис белый, также творог, это может быть молочная продукция, молоко. Также считается, что человек, который попадает в эту систему, он должен максимально убрать углеводы из рациона питания и тотально следить за тем, чтобы их не употреблять. То есть любые сладкие продукты питания человек должен полностью убрать и их игнорировать хотя бы на протяжении 1 месяца. То есть в случае, если у человека есть проблема щитовидной железы, ему необходимо убрать углеводы. В случае, если у человека есть проблемы печени, человеку необходимо убирать углеводы, при этом даже не употреблять их даже в виде меда и не употреблять их в виде сладких фруктов, особенно винограда. Далее, также употреблять как можно больше продуктов, имеющих цвет белый. Далее, селезенка,
надпочечники, желудок, поджелудочная система, лимфосистема. Все это лечится всеми продуктами питания фиолетового цвета. Сюда идут ягоды фиолетовые, это смородина, это может быть черника, это может быть баклажаны. То есть считается, что именно эти продукты питания человек и должен употреблять. Дальше почки, мочевой пузырь, суставы, кости, надпочечники, половые органы. Считается, что человек может кушать или стараться есть как можно больше продуктов красного цвета. При этом за исключением только помидоров. Все остальные продукты, ягоды, такие как клюква, такие как там красная смородина, все эти продукты питания могут позитивно улучшить его состояние. Легкие, кожа, толстый кишечник, позвоночник, слизистая оболочка, продукты синего цвета.